Герберт Уэллс. Чудотворец. Весьма сомнительно, чтобы этот дар был врожденным. Лично я считаю, что он появился у него неожиданно, ведь до 30 лет этот человек был заядлым скептиком и не верил в чудотворные силы. А теперь, за неимением более подходящего места, я упомяну здесь, что рост его был маленький, глаза карие, а волосы рыжие вихрастые. Кроме того, он обладал усами, которые закручивал вверх, и большим количеством веснушек. Звали его Джордж Макуиртер Фодерингей. Имя отнюдь не из тех, которые сулят чудеса. Он служил клерком в конторе Ганшота. Он очень любил по всякому поводу доказывать свою правоту, и его неожиданный дар обнаружился именно в тот момент, когда он категорически заявил, что чудеса невозможны. Этот спор завязался в баре «Длинного дракона», и оппонент мистера Фодерингея, Тодди Бимиш, парировал все его аргументы довольно однообразным, но весьма действенным утверждением. «Это по-вашему так», чем совсем вывел его из себя. Кроме них двоих, в баре были запаленный велосипедист, хозяин заведения Кокс и миссис Мейбридж, в высшей степени порядочная и весьма корпулентная буфетчица дракона. Мисс Мейбридж стояла спиной к мистеру Фодерингею и мыла стаканы. Остальные же смотрели на него, забавляясь тщетностью его попыток доказать свою правоту. Доведенный до белого коленя торос-ведраской тактикой мистера Бимиша, мистер Фодерингей пустил в ход все свое красноречие. «Послушайте-ка, мистер Бимиш», — сказал он, — «давайте разберемся, что такое чудо. Это нечто несовместимое с законами природы и произведенное усилием воли. Нечто такое, что не могло бы произойти, если бы кто-то не сделал подобного усилия». «Это по-вашему так», — сказал мистер Бимиш победоносно. Мистер Фодерингей воззвал к велосипедисту, который до сих пор слушал молча, но теперь выразил свое согласие, смущенно кашлянув и взглянув на мистера Бимиша. Хозяин отказался высказать свое мнение, но когда мистер Фодерингей вновь повернулся к мистеру Бимишу, тот неожиданно согласился с таким определением чуда, хотя и со значительными оговорками. «Например», — сказал, воспрянув духом мистер Фодерингей, «чудом было бы следующее. Вот эта лампа, согласно законам природы, не может гореть, если ее перевернуть вверх дном. Не так ли, Бимиш?» «Это по-вашему не может», — ответил Бимиш. «А по-вашему как?» — воскликнул Фодерингей. «Значит, по-вашему она...» «Да», — неохотно согласился Бимиш. «Не может». «Отлично», — продолжал мистер Фодерингей. «Допустим, кто-то приходит, ну, хотя бы я, например, становится здесь и, собрав всю силу воли, говорит этой лампе, вот как я сейчас скажу: перевернись вверх дном, но не разбейся, и продолжай гореть. И... Ой!» Тут было от чего воскликнуть «Ой!». Невозможное, невероятное свершилось у всех на глазах. Перевернувшись вверх дном, лампа повисла в воздухе и продолжала спокойно гореть, а ее пламя было обращено вниз. Это был факт столь же достоверный и неоспоримый, как и сама эта лампа. Обыкновенная лампа в баре «Длинного дракона». Мистер Фодерингей стоял, вытянув вперед указательный палец и сдвинув брови, как человек, ожидающий неизбежной катастрофы. Велосипедист, который сидел ближе всех к лампе, пригнулся и перепрыгнул через стойку. Все повскакивали с мест. Мисс Мейбридж обернулась и взвизгнула. Около 3 секунд лампа продолжала спокойно висеть. Затем мистер Фодерингей испустил стон, исполненный мучительной тревоги. «Я больше не могу удерживать ее». Он попятился, перевернутая лампа выбросила язык пламени, стукнулась об угол стойки, отлетела в сторону, разбилась об пол и погасла. К счастью, резервуар у нее был металлический, иначе начался бы пожар. Первым молчание нарушил мистер Кокс. Если отбросить излишнюю крепость выражений, смысл его слов сводился к тому, что Фодерингей дурак. Но мистер Фодерингей находился в таком состоянии, что не стал оспаривать даже столь абсолютное утверждение. Он был слишком ошеломлен случившимся. Тут заговорили и другие.
но не пролили света ни на суть дела, ни на роль в этом мистера Фодерингея. Общее мнение совпало с мнением мистера Кокса, но было выражено еще более бурно. Все обвиняли Фодерингея в глупой проделке и доказывали ему, что он легкомысленно нарушил покой окружающих и подверг их жизнь опасности. Мистер Фодерингей до того растерялся и смутился, что был готов с ними согласиться, и когда ему предложили удалиться восвояси, он не оказал почти никакого сопротивления. Он брел домой красный как рак. Ворот его пиджака был измят, глаза щипало, уши пылали. Он с беспокойством косился на каждый из 10 уличных фонарей, мимо которых ему пришлось пройти. И только очутившись в уединении своей маленькой спальни на Черч-Роу, он, наконец, собрался с мыслями и, припомнив все обстоятельства вечера, спросил себя, что же все-таки случилось? К этому времени он уже снял пиджак и ботинки и теперь сидел на краю кровати, засунув руки в карманы, в 17-й раз повторяя свое оправдание. «Я же не хотел, чтобы эта проклятая лампа перевернулась!» Но тут он вспомнил, что, произнося эти слова, бессознательно пожелал, чтобы его приказ исполнился, и что потом, увидев лампу в воздухе, почувствовал, что поддерживать ее в таком положении должен именно он, хотя и не понимал, каким образом. Если бы мистер Фодерингей отличался философским складом ума, он непременно принялся бы размышлять над словами «бессознательно пожелал», поскольку они охватывают сложнейшие проблемы волевого акта. Но он не был склонен к абстрактным размышлениям, и эта мысль была настолько смутной, что он принял ее безоговорочно. Затем, опираясь на нее, он, как я должен признать без особой логики, прибегнул к проверке опытом. Решительным жестом мистер Фодерингей протянул руку к свече, сосредоточился, хотя чувствовал, что делает глупость, и сказал «Поднимись». В то же мгновение сомнения его исчезли. Свеча поднялась и на какой-то миг повисла в воздухе, а затем, вслед за его ошеломленным «Ах!», с громким стуком стукнулась о тумбочку, оставив мистера Фодерингея в полной темноте, если не считать тлевшего фитиля. Некоторое время мистер Фодерингей сидел в темноте и не шевелился. «Значит, так оно и было», — проговорил он наконец. «Но в чем тут дело, не пойму». Тяжело вздохнув, он начал рыться в карманах, отыскивая спички. Не найдя их, он поднялся и начал обшаривать тумбочку. «Ну, хоть бы одну найти», — сказал он. Он взялся за пиджак, но и там спичек не было. И тут ему пришло в голову, что чудеса можно творить даже со спичками. Он вытянул руку и в темноте, грозно нахмурившись, произнес: «Пусть в этой руке будет спичка». Ему на ладонь упал какой-то легкий предмет, и он зажал его в кулаке. После нескольких неудачных попыток зажечь спичку, мистер Фодерингей обнаружил, что она безопасная. Он бросил ее. Но тут же ему пришло в голову, что она загорится, если он того пожелает. Он пожелал, и спичка вспыхнула на салфетке, посланной на тумбочке. Он поспешно схватил ее, но она погасла. Сообразив, что его возможности далеко не исчерпаны, Фодерингей ощупью нашел свечу и вставил ее в подсвечник. «А ну-ка, зажгись», — приказал он, и в ту же секунду свеча загорелась, и он увидел на салфетке черную дырочку, над которой курился дымок. Некоторое время мистер Фодерингей глядел то на дырочку, то на свечу, а потом, подняв глаза, встретился взглядом со своим отражением в зеркале. Несколько секунд он с его помощью безмолвно общался со своей душой. «Ну а что вы сейчас скажете насчет чудес?» — спросил он, наконец, вслух, обращаясь к отражению. Последующие размышления мистера Фодерингея носили хотя и напряженный, но весьма смутный характер. Насколько он понимал, ему достаточно было пожелать, и его желания тут же исполнялись. После того, что случилось, он не был склонен рисковать и решался только на самые безобидные опыты. Он заставил листок бумаги взлететь в воздух и окрасил воду в стакане в розовый, а затем в зеленый цвет.
Кроме того, он создал улитку, которую тем же чудодейственным способом сразу уничтожил и сотворил для себя новую зубную щетку. Когда миновала полночь, он пришел к выводу, что его воля должна быть на редкость сильной. Разумеется, он это и раньше подозревал, хотя и не был твердо уверен, что прав. Испуг и растерянность первых часов теперь сменились гордостью от сознания своей исключительности и туманного предчувствия возможных выгод. Неожиданно до его сознания дошло, что куранты на церковной башне бьют час ночи, и поскольку он не сообразил, что чудесным образом может избавиться от необходимости пойти утром в контору Гамшота, он стал раздеваться дальше, чтобы поскорее лечь в постель. Он уже начал стаскивать рубашку, но тут его внезапно осетила блестящая мысль. «Пусть я окажусь в постели», — произнес он и очутился там. Раздетый. Тут же поправился он и, почувствовав прикосновение холодных простынь, поспешно добавил: «И в ночной рубашке. Нет, не в этой, а в хорошей, мягкой, из тонкой шерсти». «Ах!» — вздохнул он удовлетворенно. «А теперь я хочу уснуть сладким сном». Проснулся он в обычное время и за завтраком был задумчив. Все, что произошло с ним накануне, начало казаться ему необыкновенно ярким сном. Тогда он решил проделать еще несколько безопасных опытов. Так, например, за завтраком он съел 3 яйца. 2 поданные хозяйкой, приличные, но все же чуточку лежалые. И 3-е, превосходное гусиное яйцо, снесенное, сваренное и поданное на стол его чудодейственной волей. Мистер Фодеринги поспешил в контору Гамшота в состоянии сильного волнения, которое он тщательно скрывал. И о скорлупе 3-го яйца он вспомнил лишь вечером, когда о нем заговорила хозяйка. Весь день чудесные свойства, которые он открыл в самом себе, не давали ему спокойно работать. Однако это не навлекло на него никаких неприятностей, так как вся работа была выполнена за последние 10 минут при помощи чуда. К вечеру удивление сменилось глубокой радостью, хотя ему по-прежнему неприятно было вспоминать обстоятельства его изгнания из Длинного Дракона, тем более что сильно приукрашенный рассказ об этом событии дошел до его сослуживцев и вызвал немало шуток. Мистер Фодеринги пришел к выводу, что хрупкие вещи следует поднимать с большой осторожностью, зато во всех остальных отношениях его дар обещал ему все больше и больше. В частности, он решил пополнить свое имущество, неприметно сотворив кое-что. Он уже создал пару великолепных бриллиантовых запонок, но тут же поспешно уничтожил их, так как к его конторе подошел Гамшот-младший. Мистер Фодеринги опасался, что Гамшот-младший может заинтересоваться, откуда они у него. Он ясно сознавал, что должен пользоваться своим даром осторожно и осмотрительно, но насколько он мог судить, это было не труднее, чем научиться ездить на велосипеде, а эти трудности он уже преодолел. Может быть, именно эта ассоциация идей, даже в большей степени, чем предчувствие холодной встречи в Длинном Драконе, побудила его после ужина отправиться в проулок за газовым заводом и там втихомолку поупражняться в сотворении чудес. Пожалуй, опыты мистера Фодеринги не отличались оригинальностью, так как, если не считать его необычайного дара, он был самым заурядным человеком. Он вспомнил чудо с жезлом Моисея, но вечер был темный и неподходящий для присмотра за огромными сотворенными змеями. Затем он припомнил чудо из Тангейзера, о котором однажды прочитал в концертном зале на обороте программы. Оно показалось ему очень приятным и безопасным. Он воткнул свою трость, превосходную пальмовую трость, в траву у дорожки и приказал этой сухой деревяшке зацвести. В то же мгновение воздух наполнился ароматом роз, и, чиркнув спичкой, мистер Фодеринги убедился, что это прекрасное чудо было повторено. Его радость была прервана звуком приближающихся шагов. Боясь, что его чудодейственный дар будет обнаружен преждевременно, он поспешно скомандовал зацветшей трости: «Назад!». На самом деле он хотел сказать «стань снова тростью», но второпях оговорился. Трость стремительно понеслась прочь, и приближающийся человек издал сердитый возглас, подкрепив его смачным словцом. «В кого это ты там швыряешься колючими ветками, дурак? Всю ногу мне исцарапал!» «Простите», — сказал мистер Фодеринги
но, сообразив, что объяснения могут только еще больше испортить дело, смутился и начал нервно теребить усы. К нему приближался Уинч, один из 3 полицейских, охраняющий покой Имеринга. «Тебе что, нравится палками швыряться?» — спросил полицейский. «А, да это вы. Лампу в длинном драконе вы разбили?» «Нет, не нравится. Совсем нет», — ответил мистер Фодерингей. «Так зачем же вы швырнули эту палку?» «Угораздило же меня», — воскликнул мистер Фодерингей. «Вот именно. Она ведь колючая. Для чего вы ее швырнули, а?» Мистер Фодерингей растерянно пытался сообразить, для чего он ее швырнул. Его молчание, по-видимому, раздражало мистера Уинча. «Вы понимаете, что вы совершили нападение на полицейского, молодой человек?» «На полицейского!» «Послушайте, мистер Уинч», — с досадой и смущением сказал мистер Фодерингей, «мне очень жаль. Дело в том, что...» «Ну?» Мистер Фодерингей так и не сумел ничего придумать и решил говорить правду. «Я творил чудо». Он старался говорить небрежным тоном, но из его усилий ничего не получилось. «Творил Что это еще за чушь? Творил чудо! Смех, да и только! Да ведь вы тот самый молодчик, который не верит в чудеса. Значит, опять устроили дурацкий фокус. Но вот что я вам скажу». Однако мистеру Фодерингею так и не пришлось услышать, что именно хотел сказать ему мистер Уинч. Он понял, что выдал себя, разгласил свою драгоценную тайну. Злость придала ему энергии. Он яростно крикнул, шагнув к полицейскому: «С меня довольно! Я вам сейчас покажу дурацкий фокус! Отправляйтесь-ка в преисподнюю! Марш!» И в то же мгновение он остался один. В этот вечер мистер Фодерингей не творил больше чудес и не пытался даже узнать, что стало с его расцветшей тростью. Испуганный и притихший, он вернулся домой и прошел прямо к себе в спальню. «Господи!» — бормотал он. «Какой же сильный дар! Просто всесильный! И я вовсе этого не хотел! Интересно, какая она, преисподняя?» Мистер Фодерингей сел на кровать, чтобы снять сапоги, и тут ему пришла в голову счастливая мысль. Он переправил полицейского в Сан-Франциско, а затем, предоставив события их естественному ходу, уныло лег спать. Ночью ему снился разгневанный Уинч. На следующий день мистер Фодерингей услышал 2 интересные новости. Во-первых, кто-то посадил великолепный куст вьющихся роз перед самым домом мистера Гамшота-старшего на Ладдеборо-роуд. А во-вторых, реку до самой мельницы Роудинга собираются обшаривать, чтобы найти тело полицейского Уинча. Весь день мистер Фодерингей был рассеян и задумчив, и чудес больше не творил, если не считать несколько распоряжений относительно Уинча и того, что он при помощи чуда безупречно выполнял свою работу, несмотря на беспокойные мысли, роившиеся у него в голове словно пчелы. Его необычная рассеянность и подавленность были замечены окружающими и сделались предметом шуток, а он все время думал об Уинче. В воскресенье вечером Фодерингей пошел в церковь, и как нарочно мистер Мейдинг, который интересовался оккультными явлениями, произнес проповедь о деяниях противозаконных. Мистер Фодерингей не особенно усердно посещал церковь, но его стойкий скептицизм, о котором я уже упоминал, к тому времени значительно поколебался. Содержание проповеди пролило совершенно новый свет на его недавно открывшиеся способности, и он внезапно решил сразу же после окончания службы обратиться к мистеру Мейдингу за советом. Приняв это решение, он удивился, почему не подумал об этом раньше. Мистер Мейдинг, тощий нервный человек с очень длинными пальцами и длинной шеей, был явно польщен, когда молодой человек, чье равнодушие к религии было известно всему городку, попросил разрешения поговорить с ним наедине. Поэтому мистер Мейдинг, едва освободившись, провел мистера Фодерингея к себе в кабинет, его дом примыкал к церкви, усадил его поудобнее и, став перед весело пылающим камином, при этом ноги его отбрасывали на противоположную сторону тень, напоминавшую колосса Родосского, попросил изложить свое дело. Мистер Фодерингей смутился
не зная, как начать, и некоторое время бормотал фразы вроде «Боюсь, едва ли вы мне поверите, мистер Мейдинг». Но потом собрался с духом и спросил, какого мнения он придерживается в вопросе о чудесах. Мистер Мейдинг внучительно произнес «Видите ли?». Потом еще раз повторил это слово, но тут мистер Фодеринги перебил его. «Думаю, вы не поверите, что самый обыкновенный человек, например, вроде меня, сидящего вот тут, перед вами, умел с помощью какой-то внутренней своей особенности творить усилием воли всякие чудеса». «Это возможно», — сказал мистер Мейдинг. «Что-нибудь в этом роде, пожалуй, возможно. Если вы разрешите мне воспользоваться какой-нибудь вашей вещью, я покажу вам это на деле», — сказал мистер Фодеринги. «Вот, например, банка с табаком, там, на столе. Будет ли чудом то, что я собираюсь с ней сделать? Одну минутку, мистер Мейдинг». Сдвинув брови, он протянул палец к банке с табаком и произнес «Стань вазой с фиалками». Банка с табаком послушно выполнила приказание. Увидев такое превращение, мистер Мейдинг вздрогнул и застыл на месте, поглядывая то на чудотворца, то на банку с цветами. Он ничего не сказал. Однако он все-таки решился нагнуться над столом и понюхать фиалки. Они были только что сорваны и необыкновенно красивы. Затем он опять устремил взгляд на мистера Фодеринги. «Как вы это сделали?» — спросил он. Мистер Фодеринги подергал себя за усы. «Просто приказал, и вот вам, пожалуйста». «Что это, чудо или черная магия? Или что-нибудь еще? Что это со мной, как вы думаете? Об этом-то я и хотел спросить вас». «Явление в высшей степени необычное. А неделю назад я не больше вашего знал, что способен на это. Все получилось совсем неожиданно. Моя воля, наверное, обладает каким-то странным свойством, а больше я ничего не знаю». «Вы только вот это способны делать, а больше ничего?» «Да сколько угодно», — воскликнул Фодеринги. «Все, что хотите». Он задумался и вдруг вспомнил фокус, который когда-то видел. «Вот, пожалуйста». Он протянул руку. «Наполнись рыбой. Нет, не это. Стань прозрачной чашей полной воды, и чтобы в ней плавали золотые рыбки. Так-то лучше. Видите, мистер Мейдинг?» «Удивительно. Невероятно. Или вы необыкновенный? Впрочем, нет». «Я мог бы превратить эту вазу во что угодно», — сказал мистер Фодеринги. «Во что угодно. Смотрите. А ну-ка, стань голубем». В следующее мгновение сизый голубь уже порхал по комнате и вынуждал мистера Мейдинга наклоняться всякий раз, когда пролетал мимо него. «Замри», — приказал мистер Фодеринги, и голубь неподвижно повис в воздухе. «Я могу превратить его опять в вазу с цветами», — сказал он, и, опустив голубя снова на стол, сотворил и это чудо. «Вам, наверное, скоро захочется выкурить трубку». И с этими словами он восстановил банку с табаком в ее первоначальном виде. Мистер Мейдинг наблюдал за этими последними превращениями в молчании, которое было красноречивее всяких слов. Теперь он поглядел круглыми глазами на Фодеринги, осторожно поднял банку с табаком, осмотрел ее и опять поставил на стол. «Да», — только и мог он сказать. «Но теперь мне будет легче объяснить, зачем я пришел сюда». И Фодеринги принялся сбивчиво и многословно рассказывать о странных событиях последних дней, начав с происшествия в Длинном Драконе, но то и дело перескакивал на судьбу Уинча, чем сбивал слушателя с толку. По мере того, как он рассказывал, гордость, вызванная в нем изумлением мистера Мейдинга, исчезла, и он опять стал самым обыкновенным мистером Фодерингием, каким его знали все. Мистер Мейдинг внимательно слушал, сжимая в руках банку с табаком, и выражение его лица постепенно менялось. Когда мистер Фодеринги дошел до чуда с третьим яйцом, священник, подняв дрожащую руку, перебил его. «Это возможно!» — воскликнул он. «Вполне возможно. Конечно, это поразительно, зато позволяет объяснить некоторые совершенно загадочные явления. Способность творить чудеса есть дар, особое свойство, вроде гениальности или ясновидения. До сих пор оно встречалось очень редко и только у исключительных людей. Но в данном случае меня всегда приводили в изумление чудеса Магомета
йогов и госпожи Блаватской, но теперь все стало ясно. Да, это особый дар, и как превосходно это доказывает правоту суждения нашего великого мыслителя. Мистер Мейдинг понизил голос. Его светлости герцога Аргайльского. Здесь мы проникаем в тайны более глубокие, чем обыкновенные законы природы. Да, так продолжайте же. Мистер Фодерингей стал рассказывать о неприятном инциденте с Уинчем, а священник, уже забывший недавнее благоговейное изумление и испуг, то и дело прерывал его удивленными восклицаниями и жестами. «Вот это как раз меня и беспокоит больше всего», — продолжал мистер Фодерингей. «Именно по этому поводу я хочу получить у вас совет. Уинч сейчас в Сан-Франциско. Где это, я не знаю, но он, конечно, там. Но в результате мы оба, и он, и я, оказались в весьма затруднительном положении, как вы сейчас сами поймете. Ему, конечно, трудно понять, что с ним стряслось. Но надо думать, он и напуган, и взбешен до крайности, и рвется поскорее рассчитаться со мной. Я уверен, что он все время пытается выехать из Сан-Франциско и вернуться сюда, а я каждые 2-3 часа отсылаю его обратно, едва вспомню о нем. Он, конечно, не понимает, что с ним происходит, и это, разумеется, его раздражает. Если он каждый раз покупает билет, то изведет уйму денег. Я сделал для него все, что мог, но ему ведь трудно поставить себя на мое место. Еще я подумал, что если преисподняя такова, какой мы ее себе представляем, то его одежда успела обгореть прежде, чем я переправил его в другое место. В таком случае в Сан-Франциско его могли бы посадить в тюрьму. Конечно, едва я об этом подумал, я тут же распорядился, чтобы на нем немедленно появился новый костюм. Но вы понимаете, как я запутался?» Мистер Мейдинг нахмурился. «Да, я понимаю. Положение весьма затруднительное. Какой выход могли бы вы найти?» И он произнес несколько туманных и ничего не решающих фраз, а затем продолжал. «Но забудем на время об Уинче и обсудим вопрос более широко. Я не считаю, что это черная магия или что-нибудь в этом роде. Я не считаю, что в этом есть что-то преступное, мистер Фодерингей, если только вы не скрыли каких-нибудь существенных фактов. Нет, это чудеса. Чистейшие чудеса. Я бы сказал, чудеса высшего класса». Он начал расхаживать по ковру, жестикулируя, а мистер Фодерингей с озабоченным видом сидел у стола, подперев щеку рукой. «Не знаю, что мне делать с Уинчем», — проговорил он. «Дар творить чудеса, по-видимому, весьма могучий дар. Обязательно поможет вам уладить дела с Уинчем», — продолжал мистер Мейдинг. «Дорогой сэр, вы же совершенно исключительный человек. В ваших руках поразительные возможности. Взять хотя бы то, что вы сейчас показали, да и в других отношениях. Вы можете сделать многое такое, что...» «Да, я уже кое-что придумал», — сказал мистер Фодерингей. «Но не все получается как надо. Ведь вы помните, какой сперва получилась эта рыба? И рыба вышла не та, и сосуд не тот. Вот и я решил посоветоваться с кем-нибудь». «Весьма похвальное решение», — перебил мистер Мейдинг. «Весьма похвальное, весьма». Он на миг умолк и посмотрел на мистера Фодерингея. «В сущности, ваш дар безграничен. Давайте испытаем вашу силу. Действительно ли она такова, какой кажется?» И вот, хотя это может показаться невероятным, вечером в воскресенье 10 ноября 1896 года в кабинете домика позади Пресвитерианской церкви мистер Фодерингей, подстрекаемый и вдохновляемый мистером Мейдингом, начал творить чудеса. Мы просим читателя обратить особое внимание на число. Он, конечно, может возразить, что некоторые детали этой истории неправдоподобны, и что если бы нечто похожее действительно случилось, об этом уже год назад было бы написано во всех газетах. Особенно невероятным покажется читателю все то, что будет рассказано дальше, ибо если допустить, что это произошло на самом деле, то читателю и читательнице придется признаться, что уже больше года назад они при совершенно небывалых обстоятельствах погибли насильственной смертью. Но ведь чудо и есть нечто невероятное, иначе оно не было бы чудом, и читатель на самом деле погиб насильственной смертью больше года назад. Из дальнейшего изложения событий это станет вполне ясным и очевидным для каждого здравомыслящего читателя. Но сейчас еще рано переходить к концу рассказа, так как мы едва перевалили за его середину.
К тому же мистер Фодерингей творил вначале лишь робкие и мелкие чудеса, немудреные фокусы с чашками и разными безделушками, столь же жиденькие, как и чудеса теософов. Тем не менее, партнер мистера Фодерингея наблюдал за этим с благоговейным страхом. Мистер Фодерингей предпочел бы тут же уладить дела с Винчем, но мистер Мейдинг всякий раз отвлекал его. Однако, когда они сотворили с десяток пустяковых домашних чудес, их уверенность в собственных силах возросла, воображение разыгралось, и они захотели дерзнуть на большее. Первое, более значительное чудо было вызвано все растущим чувством голода и нерадивостью миссис Минчем, экономки мистера Мейдинга. Ужин, к которому священник пригласил Фодерингея, был, несомненно, приготовлен небрежно и показался двум усердным чудотворцам весьма неаппетитным. Они уже успели сесть за стол, и мистер Мейдинг пустился рассуждать сколь печально, нежели сердито, о недостатках своей экономки, когда мистер Фодерингей сообразил, что ему предоставляется новая возможность сотворить чудо. «Не сочтете ли вы, мистер Мейдинг, дерзостью с моей стороны, если я позволю себе...» «Дорогой мистер Фодерингей, конечно, нет. Мне просто в голову не пришло». Мистер Фодерингей сделал широкий жест. «Что же мы закажем?» — спросил он тоном, побуждающим не стесняться и не ограничивать себя ни в чем. Соответственно, по желаниям мистера Мейдинга, меню ужина было коренным образом пересмотрено. «Что касается меня, — сказал мистер Фодерингей, разглядывая блюда, выбранные мистером Мейдингом, — то я предпочитаю кружку портера и гренки с сыром. Это я и закажу. Бургундское мне не совсем по вкусу». И в тот же миг по его команде на столе появилась кружка портера и гренки с сыром. Они просидели за ужином довольно долго, болтая как равные. Мистер Фодерингей отметил это с приятным удивлением о чудесах, которые им еще предстояло сотворить. «Между прочим, мистер Мейдинг, я, пожалуй, мог бы помочь вам в вашем доме». «Я не совсем понял», — проговорил мистер Мейдинг, наливая в рюмку сотворенное чудом старое бургундское. Мистер Фодерингей откуда-то из пространства взял вторую порцию гренков с сыром и принялся за нее. «Полагаю, — начал он, — что мог бы сотворить чудо с миссис Минчин, исправить ее недостатки». Мистер Мейдинг поставил стакан на стол. Лицо его выразило сомнение. Она очень не любит, когда вмешиваются в ее дела. Кроме того, сейчас уже 12-й час, и она, вероятно, спит. И вообще говоря, стоит ли...» Мистер Фодерингей обдумал эти возражения. «А почему бы не воспользоваться тем, что она спит?» Сперва мистер Мейдинг не соглашался, но в конце концов уступил. Тогда мистер Фодерингей отдал распоряжение, и сотрапезники вновь занялись ужином, хотя уже и без прежнего безмятежного спокойствия. Мистер Мейдинг начал перечислять возможные благодетельные перемены в характере своей экономки с оптимизмом, который даже поужинавшему мистеру Фодерингею показался чуть-чуть вымученным и лихорадочным, и в этот момент сверху донесся какой-то неясный шум. Они вопросительно переглянулись, и мистер Мейдинг поспешно вышел из комнаты. Мистер Фодерингей услышал, как мистер Мейдинг окликнул свою экономку и затем осторожными шагами поднялся к ней. Через несколько минут священник легкой походкой вернулся в комнату. Лицо его сияло. «Удивительно!» — воскликнул он. «И трогательно! В высшей степени трогательно!» Он начал расхаживать по коврику перед камином. «Раскаяние! Самое трогательное раскаяние! Сквозь щелку в двери! Бедняжка! Поистине удивительная перемена! Она уже встала! Вероятно, она встала сразу же! Специально проснулась, чтобы разбить бутылку коньяку, припрятанную в сундучке, и призналась в этом. Но ведь такой факт дает нам... Он открывает перед нами небывалые возможности. Если уж мы могли совершить такую чудесную перемену даже с ней...» «Возможности у нас, по-видимому, безграничны», — заметил мистер Фодерингей. «А что касается мистера Уинча...» «Несомненно, безграничны», — сказал мистер Мейдинг, расхаживая по ковру. И, отмахнувшись от проблемы Уинча, принялся развертывать перед Фодерингеем целый ряд тут же приходивших ему на ум удивительных планов.
Каковы бы ни были эти планы, непосредственного отношения к сути нашего рассказа они не имеют. Достаточно сказать, что все они были проникнуты бесконечной доброжелательностью, такого рода благожелательностью, которую принято называть послеобеденной. Достаточно сказать также, что проблема Уинча так и осталась нерешенной. Нет необходимости уточнять, далеко ли зашло выполнение этих планов. Так или иначе, произошли удивительные перемены. Когда настала полночь, мистер Мейдинг и мистер Фодерингей метались при свете луны по холодной рыночной площади в настоящем экстазе чудотворства. Мистер Мейдинг непрестанно жестикулировал, полы его сюртука развивались, а маленький мистер Фодерингей гордо шествовал рядом, уже не пугаясь своего могущества. Они исправили всех пьяниц своего избирательного округа, превратили в воду все пиво и все горячительные напитки. В этом вопросе мистер Мейдинг настоял на своем, несмотря на возражения мистера Фодерингея. Далее они значительно улучшили местное железнодорожное сообщение, осушили Флиндерское болото, улучшили почву на склонах холма Одинокого дерева и вывели у священника англиканской церкви бородавку. Затем они решили посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать с подгнившими сваями Южного моста. «Завтра город станет неузнаваем!» Захлебываясь от восторга, проговорил мистер Мейдинг. «Как все будут удивлены и восхищены!» Вдруг часы на колокольне пробили 3. «Вот тена!» — воскликнул мистер Фодерингей. «Уже 3 часа. Мне пора домой. В 8 мне нужно быть в конторе. А кроме того, миссис Уимс...» «Но мы ведь только начинаем!» — возразил мистер Мейдинг, полный сладостного сознания неограниченной силы. «Подумайте, сколько добра мы сделаем, когда все проснутся!» «Но...» — начал мистер Фодерингей. Мистер Мейдинг внезапно схватил его за руку. Глаза священника возбужденно сверкали. «Мой дорогой друг», — сказал он, — «зачем торопиться? Взгляните». Он указал плывшую над самой головой луну. «Иисус Навин». «Иисус Навин?» «Да», — повторил мистер Мейдинг. «Почему бы нет? Остановите ее». Мистер Фодерингей посмотрел на луну. «Это, пожалуй, уже слишком», — проговорил он, помолчав. «Но отчего?» — спросил священник. «Впрочем, она ведь и не остановится. Вы просто остановите вращение Земли, и время остановится. Мы же никому не причиним вреда». «Хм», — сказал мистер Фодерингей. «Ну что ж». Он вздохнул. «Я попробую. Вот». Он застегнул пиджак на все пуговицы и обратился к земному шару настолько твердо и уверенно, насколько мог. «А ну, перестань вращаться. Слышишь?» И в то же мгновение он кубарем полетел в пространство со скоростью нескольких десятков миль в минуту. Несмотря на то, что он ежесекундно описывал в воздухе круги, он все же сохранил способность думать. Ведь мысль — удивительная вещь. То она течет медленно, как смола, то вспыхивает мгновенно, как молния. Поразмыслив секунду, мистер Фодерингей приказал: «Пусть я спущусь на землю целый и невредимый. Что бы ни случилось, пусть я окажусь на земле целым и невредимым». Он произнес это как раз вовремя, потому что его одежда, нагревшись от быстрого полета, уже начала тлеть. Мистер Фодерингей шлепнулся на землю, но, несмотря на силу удара, уцелел, потому что спустился на кучу земли, которая показалась ему свежевырытой. Огромная глыба металла и камня, удивительно похожая на башню с часами с рыночной площади, рухнула на землю около мистера Фодерингея, подскочила и, перелетев через него, рассыпалась. В разные стороны полетели обломки камня, кирпича и штукатурки, словно разорвалась бомба. Мчавшаяся по воздуху корова с размаху ударилась о кусок стены и разбилась, как яйцо. Затем раздался оглушительный грохот, по сравнению с которым все, что ему приходилось слышать за свою жизнь, показалось лишь шелестом оседающей пыли, и последовал еще ряд более слабых ударов. Дул такой страшный ветер, что Фодерингей с трудом мог поднять голову, чтобы осмотреться. Но он был слишком ошеломлен и измучен, чтобы сообразить, где он
и что произошло. И начал он с того, что ощупал голову и убедился в целости своих развивающихся по ветру волос. «Господи!» — бормотал мистер Фодеринги, захлебываясь ветром. «Еще секунда, и мне была бы крышка. Что-то получилось не так. Буря и гром. А только минуту назад была такая тихая ночь. Это Мейдинг подбил меня на такую штуку. Ну и ветер. Если я и дальше буду делать подобные промашки, то это плохо кончится. Где Мейдинг? До чего все перемешалось?» Он огляделся, насколько позволяли ему хлопавшие на ветру полы его пиджака. Все вокруг выглядело очень странно. «Небо во всяком случае на месте», — проговорил мистер Фодеринги. «А вот про все остальное этого не скажешь. Да и небо выглядит так, будто надвигается ураган. Луна по-прежнему висит над головой, совсем как несколько минут назад. Светло, как в полдень. Но все остальное... Где город? Где все? И почему только начал дуть этот ветер? Я же не заказывал никакого ветра». После неудачных попыток подняться на ноги, мистер Фодеринги остался стоять на четвереньках, цепляясь руками и ногами за землю. Он смотрел на залитый лунным светом мир с подветренной стороны, а вывернутый наизнанку пиджак хлопал над его головой. «Да, в мире что-то нарушилось», — пробормотал Фодеринги. «А что именно, один бог ведает». Вокруг в белесом сиянии луны, сквозь облака пыли, поднятой завывающим ветром, можно было различить лишь огромные кучи, перемешанные с обломками земли, которые все увеличивались. Ни деревьев, ни домов, никаких привычных очертаний. Ничего, кроме хаоса, теряющегося во тьме, среди вихря, грома и молний, приближающегося урагана. В блеске молний мистер Фодеринги различил возле себя бесформенную груду щепок, которые недавно были вязом, теперь расколотым от корней до кроны. А поодаль, из развалин, выступали согнутые и перекрученные железные балки. Он понял, что это был виадук. Дело в том, что мистер Фодеринги, остановив вращение огромной планеты, забыл позаботиться о различных мелких предметах на ее поверхности, которые способны двигаться. Однако Земля вертится так быстро, что ее поверхность у экватора пробегает более 1000 миль в час, а в наших широтах более 500 миль. Поэтому и город, и мистер Мейдинг, и мистер Фодеринги все без исключения полетело вперед со скоростью около 9 миль в секунду, то есть гораздо быстрее, чем если бы ими выстрелили из пушки. И каждый человек, каждое живое существо, каждый дом, каждое дерево, то есть абсолютно все, что находилось на Земле, было сорвано с мест, разбито и полностью уничтожено. Только и всего. Мистер Фодеринги, разумеется, не понял, в чем было дело, но он сообразил, что потерпел неудачу, и проникся отвращением ко всяческим чудесам. Теперь он был в полной тьме, потому что тучи сгрудились и закрыли от него луну. В воздухе метались и дергались, как в пытке, полосы града. Оглушительный рев ветра и воды заполнил вселенную. Прикрыв глаза ладонью, мистер Фодеринги вгляделся в ту сторону, откуда дул ветер, и при свете молний увидел надвигающийся на него громадный водяной вал. «Мейдинг!» Слабый голос Фодеринги затерялся в грохоте бушующей стихии. «Эй, Мейдинг!» «Стой!» — крикнул он, обращаясь к приближающейся воде. «Стой! Ради бога, остановись!» «Минуточку!» — попросил он молнией гром. «Погодите минутку, дайте мне собраться с мыслями. Что мне теперь делать? Что же все-таки мне делать? Господи, хоть бы Мейдинг был здесь!» «Знаю!» — вдруг закричал мистер Фодеринги. «Только, ради бога, на этот раз обойдемся без путаницы!» Все еще на четвереньках лицом к ветру, он напряженно думал, как исключить возможность хотя бы маленькой ошибки. «Вот», — сказал он наконец, — «то, что я прикажу, пусть теперь исполнится только после того, как я крикну «А ну!» Господи, почему я раньше об этом не подумал?
Он попробовал перекричать рев бури и кричал все громче и громче в тщетном желании услышать собственный голос. «Так вот, начинаю! Не забудь о том, что я только что сказал! Во-первых, когда исполнится все, что я скажу, пусть я потеряю свой дар творить чудеса, пусть моя воля станет такой же, как у всех людей, и пусть будет покончено с этими опасными чудесами. Они мне не нравятся. Лучше бы я их не творил. Ни одного, даже самого маленького. Это во-первых. А во-вторых, пусть я вернусь к тому времени, когда еще не случилось первого чуда, и пусть все станет таким, каким было до того, как перевернулась эта проклятая лампа. Это трудная задача, но последняя. Понятно? Больше никаких чудес. Все должно быть таким, каким было. И я хочу оказаться в длинном драконе как раз перед тем, как выпил свои полпинты. Вот и все. Да. Он впился пальцами в землю, зажмурился и крикнул: «А ну!» Стало совсем тихо. Мистер Фодерингей почувствовал, что стоит на ногах. «Это по-вашему так», — сказал кто-то. Фодерингей открыл глаза. Он был в баре Длинного Дракона и спорил с Тодди Бимишем о чудесах. В памяти его мелькнуло воспоминание о чем-то очень важном, но сразу же исчезло. Видите ли, если не считать того, что мистер Фодерингей потерял способность творить чудеса, все остальное стало таким, каким было, а следовательно, и его ум, и память тоже стали такими, какими были до того, как началась эта история. Так что все рассказанное здесь остается ему неведомым и по сей день. И, разумеется, он по-прежнему не верит в чудеса. Я утверждаю, что настоящих чудес не бывает, что бы вы там ни говорили, и готов вам это неопровержимо доказать. «Это по-вашему так», — возразил Тодди Бимиш и добавил: «Докажите, если можете». «Послушайте-ка, мистер Бимиш», — сказал мистер Фодерингей, «давайте разберемся, что такое чудо. Это нечто, несовместимое с законами природы и произведенное усилием воли». Дорогие друзья, если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк. И если вы еще не подписаны, поддержите канал подпиской, а чтобы не пропустить новые выпуски, нажмите на колокольчик.